Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же скрывается под ее безразличием? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. В вашей жизни произошли кардинальнейшие перемены. У каждого это будет свой срок, у кого-то это было недавно, у кого-то уже прошел какой-то период. Но прошли очень такие грандиозные перемены, причем, я думаю, это связано с чувствами, с отношениями. Причем даже при этом расходе, разрыве вашем были очень хорошо замешаны деньги. Вот деньги, дележка денег, дележка имущества. И опять император наш любимый выпадает. Очень сильно такой тяжелый период был в вашей жизни, но он остался позади. Отголоски небольшие, да, есть. Но смотрите, несмотря на то, что вот вы сильный мужчина-император, вот был еще совсем недавно вот период, либо же сейчас, вот как я говорила, еще есть какая-то печалька небольшая. Но очень и очень такой тяжелый период, потому что вот женщина, которая разрушила не только может быть, ваши финансы, она могла загробастать, да, вот себе. Она могла оставить без квартиры, она могла оставить вообще вас, ну, ни с чем, да. Может проигрываться то, что женщина полностью разрушила вашу жизнь, ваш мир, да, вот уничтожила полностью. То есть такой период был, ну, довольно непростой. Причем вот вы скорее справлялись с этой болью, с этой тяжестью вот в одиночку. Вы не хотели никого не видеть, не слышать, да? Может даже у некоторых и сейчас еще проигрываться, что хочется побыть наедине с самим собой и никого не видеть. Злость безумная на эту женщину, которая осталась в прошлом. Причем это, я думаю, у вас взаимно. Человек очень хитрый, человек, который использовал, ну, по полной и вас, и вообще эта женщина использует окружающих в своих целях. Очень такая хорошая манипуляторша. Человек, который любит, чтобы ее все кружили, все ее хотелки исполняли. Да? Ну, то есть довольно непростая. Давайте-ка посмотрим, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад. Это злюка пришла к нам или не злюка? Знаете, интересно. А пришла совсем другая женщина. Я почему-то думала, что придет бывшая ваша. Нет, пришла другая женщина. Она скорее блондинка. Она моложе вас. Она такая хрупкого телосложения. Она такая вот, ну, девочка-девочка, ранимая. Может быть, даже водного знака зодиака. Она очень чувствительная. Ну, такая вот очень мягкая, абсолютно не жесткого характера. Так, давайте-ка посмотрим, что это за дама, где вы пересекались, либо же где вы общались, что это за дамочка. Ну и снова у нас выпадает, либо же это по работе вы пересекались, либо вот эти вот товарно-денежные отношения. Это то, что довольно часто, кстати, в раскладах у нас выпадает, да, то есть это могут быть магазины, там рынки, я не знаю, парикмахерские, все, где можно рассчитываться деньгами. Это дама, которая, я вам скажу, неровно дышит к вам, но она этого не показывает. Это такая вот своего рода, ну, тайная поклонница, наверное, ваша. По-другому я ее никак не назову. Так, почему она тогда к вам не проявляется? Почему она не проявляется? Ей плохо, ей страшно. Вот она как женщина, она боится сделать первый шаг. Обычно женщины такие, они считают, что вот если мужчина заинтересован,
Он сам проявится, он сам сделает первый шаг, он все сделает сам. Она очень страдает от того, что она не может как-то с вами сблизиться. Хотя она абсолютно вам не показывает, да, вот вы общаетесь там, допустим, либо по работе, либо в магазине, там где угодно, но по ней вот не скажешь, что она неровно дышит к вам. Абсолютно. Но ей реально плохо. Вот знаете, человек влюбился, да, вот она как будто бы себя сдерживает. Вот реально она себя сдерживает от чувств, от каких-то проявлений эмоций. Она однозначно влюблена. Плюс она еще боится, что вы разобьете ее сердце. Вот есть некоторая в ней, знаете, вот то ли неуверенность, это может быть еще заниженная самооценка, когда женщина претерпела в своей жизни и разочарование с мужчинами, да, плюс вот эта вот заниженная самооценка, которая может быть еще родом из детства. Ну, то есть вот она в себе не уверена, она не уверена, что вы захотите с ней, ну, более тесно общаться, сближаться, да, вот для отношений. И она вот, ну, знаете, как будто вот сама вот сидит и страдает. Вот сама себя накручивает, сама себе придумывает вот эти все отмазки, да. А она даже она как-то вот не задумывается, а может быть, стоит попробовать, а может быть, мужчина и ответил бы, да, а может быть, он симпатизирует и тоже ему неудобно как-то, неловко подойти. Она об этом даже не думает. Это, кстати, ошибка многих людей, да, вот и женщины, и мужчины. В принципе, в наш век, в наше время, ну, это, в общем-то, не зазорно, я думаю, и мужчинам, и женщинам как-то вот проявить первую инициативу. Да, конечно, чаще это мужчины делают. Ну, женщины тоже могут как-то, не в наглую, конечно, но могут там улыбнуться, подмигнуть, как-то, да, вот послать такой своеобразный сигнал мужчине, что вот, да, ты мне нравишься, вот, давай, подходи ко мне, да, я не против. А многие вот почему-то боятся, комплексуют. И это есть проблема и среди мужчин, и среди женщин. Так, обратите ли вы на нее внимание? Давайте-ка посмотрим вот на будущее. Вот она пока боится, вот такая вот тайная поклонница, которая кажется, что она к вам безразлична, но на самом деле там внутри страсти кипят и бурлят просто. Заметите ли вы ее? В ближайшее время пока что нет. Вот вы будете как-то так общаться, ну, постольку-поскольку. Хотя чуть позже, вот она напомнит вам кого-то из прошлого. Вот что-то такое между вами произойдет. Это может быть разговор какой-то особенный, да. Даже вот если это коллега по работе, либо же еще кто-то из знакомых, да, вот с кем вы пересекаетесь, как я уже говорила. Это может какой-то особенный разговор быть на какую-то такую тему, которая, ну, до глубины души вас заденет. И вы взглянете совершенно другими глазами. Вот уже вы заинтересуетесь, и вы станете более решительным к этой женщине. Вы начнете больше проявлять вот инициативы. Здесь однозначно будет уже первый шаг исходить от вас. Так, и что же будет? Ну, конечно же, она воспрянет, ей понравится, еще и как понравится. Она, знаете, как будто на крыльях любви будет летать. Причем женщина, вот она на самом деле, она очень такая, ну, с характером, я бы сказала. Вот даже не скажешь, что она вроде бы с виду может быть и снежной королевой, такой строгой, серьезной, а с другой стороны, вот такая нерешительная, то ли неуверенная в себе, хотя она с виду, она очень и очень женщина. Даже я вам скажу, что она в чем-то вот может предложить вам то ли какой-то вот, ну, не совместный бизнес, не обязательно, может еще вам предложить то ли какую-то новую работу вот в процессе общения, то ли подработку, да, вот может сказать, что там у моего друга, там знакомого есть какая-то вакансия, да, вот очень выгодная, ну, то есть может быть какой-то, ну, даже совместный проект. Вот она может чем-то вот поспособствовать, может помочь вам в работе. Вот очень такая она фартовая для вас будет. Страсти будут у вас кипеть потрясающие, да, вот просто, ну, слов нет. Вот она, когда вот немного так раскроется перед вами, это поначалу она будет такая вот скромная, тихая.
Она раскроется, она покажет всю свою сексуальность, она покажет всю свою женственность. Причем эта женщина, вот она научит вас любить. Она научит вас очень, так знаете, деликатно, очень осторожно. Она научит вас и какой-то романтике даже, и научит красивым поступкам мужским, которых вы, может быть, даже либо же никогда особо не делали, да, потому что просто не умели, не знали, как делать, да. А эта женщина, она вам вот такие своего рода уроки по отношениям преподнесет. Да, некоторые из вас, может быть, даже уже забыли, что такое красивая любовь, красивые отношения, да, вот романтика. Это настолько здорово, когда вот вдвоем проводишь время, да, особенно с любимым человеком, когда вы можете уединиться, просто там, я не знаю, погулять, где-то воздухом подышать, пройтись, там все эти лунные дорожки, да, вот романтика зашкаливает. Вот несмотря на то, сколько вам лет, я так уже на опережение, да, вопросы, потому что я так подозреваю, что вы можете мне написать в комментариях, что уже возраст не тот и такое пятое, десятое, да. Так вот я вам говорю, что и романтика, и любовь, она может быть в любом возрасте. Просто другое дело, что у вас не было, может быть, женщины, которая могла вас настолько зацепить, ради которой вам хотелось бы свернуть горы. Женщина, с которой вам хотелось бы, ну, я не знаю, мир покорить просто. А здесь вот именно вас научат всему этому. Очень аккуратно, очень деликатно. Такие довольно интересные, своеобразные отношения. Это станет ваша единственная любимая женщина. По-настоящему у нас любовь даже на дне колоды падает. Поэтому, ребята, я всегда говорю, никогда не говори никогда. В нашей жизни встречаются, ну, такие перемены, что просто сам себе иногда удивляешься, да, что, ну, казалось бы, ну, не может быть такого, ну, как же, да. Поэтому никогда не нужно притягивать к себе негатив, вот именно своими мыслями плохими, да, вот не нужно притягивать негатив по поводу того, что вот недостоин хорошей женщины, что уже возраст не тот и так далее. Абсолютно это неправильно. Меняйте систему, меняйте свое мироощущение, мировоззрение. Потому что и любви все возрасты покорны, это 100%. А если вы будете думать, что вот такой вы бедный несчастный, никому не нужный, да кому я нужен, да денег нет, да ничего нет, ну поверьте, вы это и притянете. Вы притянете тогда безденежье, вы женщин либо же вообще не будете притягивать, либо каких-то там, я не знаю, замухрышек, на которых и смотреть неприятно. Поэтому настрой только на позитив, я вам всегда это говорю, о чем мы думаем, что мы говорим, то и сбывается, и это факт. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!